Привет, друзья! Вы готовы к увлекательному путешествию, в котором каждый правильный ответ будет приносить вам удовольствие, а каждая ошибка станет возможностью для новых открытий? Не бойтесь проявлять любопытство. Начнем. Какого цвета небо на Марсе? На заходе и на рассвете розовато-красное, в другое время синее. Зимой зеленое, а в остальные времена года красное. Голубовато-оранжевое. На заходе и на рассвете марсианское небо имеет розовато-красную окраску, но когда солнце садится или восходит, небо приобретает синий цвет. То есть на Марсе смена цветов происходит противоположно по сравнению с Землей. В течение дня небо имеет желто-коричневый цвет, цвет ириса. Время от времени марсианское небо приобретает фиолетовую окраску из-за рассеивания света очень мелкими частицами водяного льда в облаках. Что было изобретено раньше, зажигалка или спички? Зажигалка. Спички. Первая зажигалка появилась в 1823 году, и это было огниво Дёберинера. Изобретатель Иоганн Вольфганг Дёберинер. Первые спички появились в 1826 году. Их изобретателем был Джон Уокер. Какой скорости может достигать валан в игре бадминтон? Около 100 км в час. Примерно 50 км в час. До 300 км в час и выше. Обычный валанчик для бадминтона – самый скоростной спортивный снаряд, не считая снаряжений для стрелкового спорта. В первые моменты после удара он летит быстрее, чем хоккейная шайба, мяч для футбола, баскетбола, тенниса или других видов спорта. Во время турнирных состязаний валаны в среднем разгоняются до 300 км в час. Каков средний возраст природных алмазов? От 100 до 300 лет. Около 2500 лет. От 1,5 до 3,5 миллиардов лет. Само рождение алмаза – результат работы сразу нескольких мощнейших сил Земли. Известно, что бриллианты являются результатом воздействия на графит сверхвысоких температур до 1300 градусов Цельсия, а также высокого давления. Средний возраст алмазов – 1,5 миллиарда лет. Их выброс происходит во время извержения вулканов. Какой роман Стивена Кинга спасла его жена, вытащив рукопись из мусорной корзины? Кэрри. Сияние. Мизери. Первый роман, который помог Стивену Кингу вырваться из нищеты, он недолюбливает. Сначала жена Кинга буквально вытащила рукопись из мусорки, потом он сам упоминал, что не понимает главную героиню и ее мотивацию. При этом именно за роман Кэрри Кинг получил свой первый крупный гонорар – $200 000, который позволил ему спокойно заниматься писательством. В каком океане находится Большой барьерный риф? В Атлантическом, в Тихом, в Индийском. Большой барьерный риф – крупнейший в мире коралловый риф, который находится в Тихом океане. Это самый большой на Земле природный объект, образованный живыми организмами. Его можно увидеть из космоса. Риф построен миллиардами крошечных организмов, коралловых полипов. Какой из этих химических элементов назван в честь скандинавской богини любви и красоты? Ванадий, ниобий, титан.
Ванадий – химический элемент пятой группы, четвертого периода периодической системы химических элементов Менделеева. Ванадий был открыт в 1801 году профессором минералогии из Мехико Андресом Мануэлем дель Рио в свинцовых рудах. Этот элемент образует соединение с красивой окраской, отсюда и название элемента, связанное с именем скандинавской богини любви и красоты Фрейи. Мангостин, который является национальным символом Таиланда, это цветок, животное, фрукт. Мангустин – тропический фрукт из Юго-Восточной Азии. Плоды мангустина круглые, чем-то напоминают яблоко. Кожура темная, насыщенного сиреневого или бордового цвета, довольно плотная и толстая. Под ее защитой прячется мякоть, которая очень похожа на чеснок, тоже белая, дольками. Вкус мангустина особый, он может напоминать смесь клубники, винограда и ананаса. Мангустин полезен для здоровья. Какой цветок изображен на государственном гербе Республики Беларусь? Ромашка, клевер, лютик. Основа герба – земной шар с контурами Беларуси, над которым восходит золотое солнце. Герб обрамлен пшеничными колосьями, а также цветами льна и клевера, перевитыми лентами государственного флага. Пышные колосья олицетворяют экономическую мощь государства, возможности сильного сельского хозяйства. Клевер – это символ природы, плодородия, очень пышного цветения. Правда ли, что в Темзе, протекающей через Лондон, водятся акулы? Да. Нет. Главная река Лондона, считавшаяся биологически почти мертвой 64 года назад, теперь кишит множеством морских существ. В Темзе найдены 3 вида акул, в том числе шипастые ядовитые катраны, достигающие в длину почти 2 метра. Помимо катранов, в Темзе также обнаружили морских коньков, устриц, угрей и тюленей, но акулы вызвали самую большую озабоченность, так как они очень хорошо себя тут ощущают и активно размножаются.